Ваше Величество, берега Финского залива при устье Невы затоплены. Жители гавани Екатерингофа терпят бедствие. С Господней стихией царям не совладать. Это не как Глинка? Александр Сергеевич! Михаил, какими судьбами? Ах, Александр Сергеевич, если бы вы слышали. Музыку забыли, ваше благородие. Ах, да! Спасибо тебе, Ерофеев. Возьми свой армяк. За что медаль? В отечественных партизанах ходил. Наполеона хотел в плен взять. Ну и как? Сорвалось малость. Ну, в другой раз не уйдет. Прекрасен народ наш, особливо в беде. Карета, господа, не потребуется? Спешу, Александр Сергеевич. Кучер, подожди. Важные дела. Да какие в такую пору дела? Сегодня у графа Вильгорского первый концерт русской музыки состоится. Исторический для нас, музыкантов, день. Драться, значит, едете? Да, первый музыкальный бой даем. Ну, где дорога, там и я. Едем вместе. À tout. Femme de pique. Tant pis, c'est perdu. Дядка ваша. Господа, сегодня мы непременно Титов и Варламов. Непременно. Господа, Пушкин приехал! Александр Сергеевич! Господа, можно начинать. Вся русская музыка в сборе. Кто это? Это Гурилев. А этот в черном? Это Варламов. А кто этот молодой человек рядом с Пушкиным? Это мой брат. Композитор Глинка. Я, собственно, приехал его послушать. А я рад за него. Пойду в зал. Прошу. Что ты будешь сегодня играть, Мишель? Господа, прошу. Кем это Пушкин говорит? Это Грибоедов, Шарайми. Милостивые государи и милостивые государни, сегодня у нас вечер сюрпризов. Мы имеем возможность услышать не только прекрасную итальянскую музыку, которая является лучшим украшением музыки европейской, но и нашу, русскую. Сегодня вашему вниманию я поручаю Мишеля Глинку. Частый дождичек
Где хозяин? Сию минуту, ваше превосходительство. Талантлив, бесспорно. Жаль, если остановится на любительстве, как все наши русские музыкальные таланты. Вот вам, господа, и русская музыка. Нет, отчего же? Поют хорошо. Это мои поют, орловские. И как русской любит родину, так... Слыхал, граф, что у тебя вечер музыки, и привез тебе сюрприз. Что у тебя наверху? Русскую музыку слушаем. Где ты русскую музыку взял? Сейчас музицирует весьма примечательный любитель русской музыки Глинка. Глинка? У нас из глинки кирпичи делают, а не музыку. Приехали итальянские гости, ваше сиятельство. Россия? Вот это и есть мой сюрприз. Во дворце сегодня пели. Хорошо приняты. Гони-ка ты в шею своих любителей и устраивай настоящий концерт. Вот я. Опять ваша взяла. А знаете что? Мне ваших денег не надо. Хотите, отдайте мне вместо проигрыша ваш хор. Пожалуйста, возьмите, я очень рад. У меня в деревне певцов и музыкантов хоть пруд пруди. Принимайте гостей! Уявите наше славное русское гостеприимство. А вы, друзья, как не садитесь, но музыканты не годитесь. Миша, я тоже люблю итальянскую музыку, но я не могу понять, почему у нас в Петербурге ее делают преградой, помехой для нашей русской. Успокойся, Мишель. Мне также крайне неприятно. Но, Карл Иванович, Ваше высокопревосходительство, я не только у вельмож, но даже у самого Господа моего Бога дураком быть не хочу. Тише, Мишель. Все как у вас написано. Дверь отперта для званых и незваных, особенно для иностранных. Мишенька, а где твои ноты? Какие ноты? Дорогие Александр Сергеевич, как прикажете все это понимать? Советую вам, Михаил Иванович, подобный генералу Ермолову, который просил у государя милости произвести его в немцы, просить производства в итальянцы. Кто это поет? Мужики поют! У этих мужиков больше вкуса и национального достоинства, чем у их господ. Но от этого у нас не должны опускаться руки. Работать нужно, друзья. Да-да. Непременно поезжайте в Италию. Разумеется, надо ехать в Италию. И меня возьмите с собой. Мечтаю уехать из России. Вернетесь, на вас все другими глазами глядеть будут. Кучер, стой! Мне здесь. Аревуар, ариведерчи. Сапоги вам буду чистить. За лакея прислуживать стану, только возьмите с собой. А Кемер прав. Вернетесь с заграничным образованием, глядишь, наши господа признают вас первым музыкантом. Александр Сергеевич, вместе бы нам, а? Куда мне?
Разве что на казенный счет с жандармами. Да и то, пожалуй, в другую сторону пошлют. Приехали, Александр Сергеевич. До свидания. Длинненько. До свидания, Михаил Иванович. Если вернусь живым, мы с вами еще потолкуем. Италия. Три года я изучал все, что можно было изучить, узнал все, что способен был узнать, и понял, что мы другие. И то, что хорошо для них, не годится для нас. А Венеция совсем меня разочаровала. А когда-то для каждого из нас Венеция была сокровищницей музыки. А когда Италия была свободна, Наполеон уничтожил ее и подарил Австрийской империи. Национальной музыки в Италии больше нет. Ее заглушили австрийский жандармский оркестр. Национальная? Музыка может быть только хорошей или дурной. У искусства нет родины, господин Берлиоз. Только в том случае, если родины нет у музыканта, господин Мейербер. Тише, господа. Вы слышите? Чудесная мелодия. Вот у этой песни есть родина, господин Мейербер. Это голос настоящей Италии. Песня хороша именно потому, что она национальная. Да. Вот я все больше убеждаюсь в том, чего нам, русским композиторам, не надо делать. Ну чего же именно? Не писать для России по-итальянски. Музыку можно и должно писать по-русски. Как это по-русски? Разве есть особый музыкальный язык в вашей дикой тайге среди снегов и белых медведей? Оставьте, сеньор Глинка. Вдохновение можно черпать только в Италии. Но ведь я-то русский. Я не могу быть итальянцем, я просто задыхаюсь здесь. Мне душно, я пить хочу. Прошу. Нет, я просто воды хочу. Вино — это золотая вода забвения. Но это как раз то, чего я не хочу. Я не ананас, а картошка, я земли хочу. Откровенно говоря, мне еще не приходилось слышать, как пишет русский музыкант. Сеньор Мейербер, в Милане я издал альбом романсов Глинка. О, и поразительных романсов. Господа, мсье Глинка имеет право занимать место среди замечательных композиторов. Вы не могли бы что-нибудь исполнить, сеньор Глинка? Нет. Если уж петь, так мне. Разрешите, учитель? Прости, кораб взмахнул крылом, зовет труба моей дружины или на щите. Подожди. Не то. Искушай
искушай меня безрушной нежности своей, разочарованному чужды все обольщения прежних дней. Уж я не верю верениям, уж я не верую в любовь, и не могу предаться вновь разъединившим своих Простите меня, сеньор, за карнавальные шутки. Сеньора Паски. У вас такой успех, сеньор Глинка. Вы опасный соперник итальянским композиторам. Я никогда бы не осмелился петь в вашем присутствии. У меня к вам просьба. Чем могу служить? Мне предстоит петь в опере Доницетти, но в ней нет ни выходной арии, ни каватили. Ну что же я могу сделать, сеньора? Напишите для меня выходную арию. Вы это сможете. Ну как я осмелюсь, сеньора? И кроме того, я собираюсь уезжать. Я предоставляю вам счастливый случай. А почему именно я, сеньора? Я скажу вам об этом, когда вы напишете мне каватину. А когда вам нужна каватина, сеньора? Завтра утром. Хорошо, я попробую, сеньора. Смотрите, Глинка, я приеду за ней сама. Кто там? Мишель, это я. Ну что тебе? Поздравляю, и заживем мы с тобой теперь. Где же это мы заживем, баринок? Да в Германии, во Франции, в Англии, да где хочешь. А Россия стала быть по боку. Отдалась тебе Россия, да с моим голосом, да с твоим талантом. Какая тут Россия? Я уж подписал контракт на Европу. А Россия, матушка, как-нибудь и без нас с тобой обойдется. Ну не подлец. Ну не сиди, Мишель. Я же дело говорю. Проваливай, проваливай. Ну!
Сеньора! Сеньор Глинка дома? Всю ночь сочинял для вас. Мишель! Мишель! Доброе утро, маэстро! О, доброе утро, сеньора! Баста, доброе утро, сеньора! Входите, пожалуйста. Маэстро просил передать вам, уважаемая сеньора! Сеньора Викарди? Маэстро написал превосходно. Я это буду петь в Милане. А где же сам Глинка? Он уехал. Как? Он уехал в Россию. Не может быть. Ехать от мировой славы. От денег. Чудак. Какие вы смешные, господа. Глинка уехал домой. Вода! Вот это хорошо. Пожалуйте, барин, испробуйте. Уж не война ли, кучер? Не могу знать, ваше превосходительство. Уж не мужик ли наш поднялся? Все может быть. Как вы думаете, что это такое? Здоровья! Здравия желаю. Скажите, пожалуйста, что у вас тут происходит? Переносим, ваше благородие. А по какой причине переносите? Потому и переносим, что хоть стара церквуха, но хороша. А тут как раз тракт
государю, вот, пожалуйста. Как раз тракт, государю, через нее прокладывают. Снесите, говорят, немедленно. Ну, а мы, значит, по-своему надумали. Перенести, чтобы, значит, для русской полезности не пропадало. А кто ж это все надумал? А вот я, Петров Дмитрий, надумал. Дворовый я, у нашей барни сосед. Никогда бы не думал, что это чудо возможно, да еще у нас в России. Эх, господин Глинка, дали бы нам поработать в полную силу. И за то великое спасибо сказал бы наш русский мужик. Что, крепостные мы в цепях. А вы сами мастер по металлу? Да я за все. И швец, и жнец, и дуде, и грец. И горный мастер, и с отцом на Урале сухопутный пароход построил. Черепанов. Это мы. Младший Михаил Иванович. Регавде суды, ваше сиятельство, извольте посмотреть. Живу при. La société est là-bas que nous allons. Где ты французских слов-то понабрался? А в Парижу с Алексеем Петровичем Ермоловым. Почитай, с полгода на Монмартере простояли. Я ведь от самой Москвы до Парижа пехом. Берлин этот, Лейпциг, все прошел. На всю Европу песни пел. Только припев делал по-ихнему. Ай-люли, ай-люли, щетре жали. Ловко дьяволы все придумали. Вы помните Ломоносова? Восстань и ходи, Россия. Отрази свои сомнения и страхи. И надежда исполнена, красуйся. Ликуй, возвышайся. Тихо. Эх, Ваня, мужикам бы волю дать. Они бы всю Россию передвинули. Ах, черт возьми, вот так бы и написать. Это было бы великолепно. Славься, родная земля, славься, Россия, отчизна моя, славься, полей беспредельная ширь, славься, могучий народ богатырь. Тут нельзя сыграть. Рук не хватает. Тут все вместе. Оркестр, хор и духовой оркестр. Хочется передать музыке замечательные свойства русского человека. Показать его смелость, отвагу, его удаль. Широкий размах души. Славься, народ, и к победам иди, слава и честь тебя ждут впереди. Обратить мысль музыки к народу. К народу. Да-да. По-моему, музыка – это выражение национального духа. Я полагаю, что можно дать нашему театру произведение огромных размеров.
Опера о народе. И для народа. Верно идешь. Верно. Голубчик, все это прекрасно. Но русская опера, признаться, я даже не могу вообразить. Ведь есть же Бетховен, Моцарт, Россини. Трудно с ними мериться силой. Трудно, но можно. Какую оперу можно составить из наших национальных мотивов? Покажите мне народ, у которого бы больше было песен. Наша Украина звенит песнями. По Волге, от Верховья до моря, заливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи, и как грибы вырастают города. У нас ли не еще составить своей оперы? Песни песнями, господа. Но в таком деле надо брать за образец творение великих музыкантов. Великие музыканты многому научили меня. Но только ни один оборот их речи, ни один прием для нас не годится. Русским композиторам надлежит создать свой стиль и проложить для русской музыки новую дорогу. В этом деле мы все с тобой, Глинушка. Попробуй взять Отечественную войну. Ведь она разбудила дремавшие силы нашего народа. Надо, чтобы на сцену пришел простой человек, мужик, в ком же, как не в них, наша сила и наша надежда на будущее. Александр Сергеевич. Простите, господа, я сейчас. Мужик на императорской сцене в наше время — это неудобно, господа. У нас Михаил Иванович Глинка, он только что из Италии, с массой впечатлений и планов. Не хочешь ли ты его послушать? Пушкин, ты опоздал проводить меня к Вяземским. Ты торопишься? Да. Тогда, Натали, поезжай одна. Я приеду позже. Ну, не сердись. Хорошо, проводи меня. Александр Сергеевич, вот... Я никогда не мечтал о счастье, а теперь мне его нужно на двоих. А где его взять? Говорят, и ты женишься. Вскоре собираюсь. Дай бог. Спасибо. Что ты хотел сказать мне? Василий Андреевич предлагает отодвинуть сюжет оперы вглубь веков. Смутное время. Сусанина. Ты Рылеевского Сусанина читал? Да, еще в пансионе. Кюхельбекер, Бестужев читали вместе. Жуковского слушай. А Рылеева не забывай. Наступают интересные времена. В искусство вступает новый герой, народ. Ваш Тарас Бульба Николай Васильевич, пушкинский Пугачев. А сейчас и Глинка ищет для своей оперы народного героя. Бестужев правильно говорил. Рылеев избрал целью возбуждать доблесть сограждан подвигами предков. Сусанин именно такой герой. Не знаю, найду ли в себе силы и талант. Возьми на себя сей подвиг. Я думаю, что это должна быть отечественная, геройко-трагическая опера. Ну и прекрасно. Очень хорошо. Вот вы. Не делайте, пожалуйста, крещендо, как учат тому старые учители. Да наоборот, взяв ноту, держите ее в ровной силе. И потом, Волков, надо прямо попадать в тон, без подъезда. Что вы, судари мои, херувимы? Прости, Господи, что ли? Хор, Михаил Иванович, но не будет у нас редковат. Граф Юсупов свои голоса итальянцам передал. Ничего, справимся. Закройте дверь.
мои, народ воспевает подвиг Сусанина. Торжествует идея, за которую он принял смерть. А вот вам, Соболев, литавры жалко. Пусть порвутся литавры, пусть, я заплачу. Только играйте, как мне нужно. Вот так хорошо. Мишенька, позволь представить тебе молодого композитора Сашу Доргомышского. Позвольте пожать вашу руку. Душевно рад. Он хочет послушать. Пожалуйста, присаживайтесь. Людочка, а где же супруга моя? Опять у портнихи? Нет. Она дома. Занемогла. А ты что, Степан? Такое контральто нашел Михаил Иванович. Анна Яковлевна, представьтесь господину Глинке. Воробьева. Очень рад. Для контральта есть хорошая роль. Присматривайтесь. Пожалуйста, прислушивайтесь. Друзья, я называю свою оперу отечественной и хочу сказать этим, что в ней отражена гроза 12-го года. Та же самая сила, которая победила Наполеона. Я называю ее геройко-трагической и хочу подчеркнуть этим возвышенно-патриотический характер. Наша опера будет называться «Иван Сусанин». Всей оперы еще нет, не готова. То, что вы выучили, это финал. Он должен изобразить торжество победы, торжество народа на Красной площади в Москве. В нашей опере вы не хористы. Вы голос народа. Вы народ. Ну, а темп нужен такой, чтобы каждый не зевал, а стоял за себя. Il traditore è in tante. За шум. Выяснить и прекратить. Яволь! Злодей, как ты начал писать? Так еще никто не писал на Руси. Ну как? Мишенька, мне за тебя страшно. Да, теперь только держись. Дело ссыльного переселенца Бестужева. Что? Просит о переводе на Кавказ в действующую армию. Отклонить. Дальше. Дело об Иване Сусанине. Глинка на сей сюжет оперу сочиняет. Знаю. Гедеонов докладывал. Слова там какие-то обнаружены. Прекрасный патриотический сюжет, Ваше Величество. А что ты скажешь относительно слов?
слова можно исправить, Ваше Величество. Славься, великий наш русский народ. Так ты, Василий Андреевич, и Марсельезу на мою сцену пропустишь. Пушкин к этому отношения не имеет? Нет, Ваше Величество. Дай бог. Смел этот Глинка. Неужели все сам сочинил? За кого погиб этот Иван? Сусанин, Ваше Величество. За царя. Так и надо сказать. Смерть за царя. Впрочем, смерть за царя тоже нехорошо. По той простой причине, что человек, отдавший жизнь за царя, не умирает. Возьми это дело в свои руки, Василий Андреевич. Представь к Глинке надежного стихотворца. Барона Розена, например. Он хоть и немец, но ему довериться можно. И сделайте все в смысле заглавия. Жизнь за царя. Честное слово дворянина. У Глинки все действующие лица мужики. В лаптях? В лаптях. В лаптях и во всем прочем. В вонучих, в портянках. Фу! Не может быть. Верьте слову, ваш свет. Вы сейчас сами увидите. Это что за фокусы? Это нововведение. Теперь в зале будет темно, чтобы лучше было видно сцену. Карл, прикажи зажечь свечи. Ну, я боюсь сидеть в темноте. Зажигай. Чувствуете, княгиня, как запахло анучами? Подождите, еще не то будет. Погадать о свадьбе не воевать,
что валом вал идет, а за грозой гроза. Уже опять гроза нагрянула на нас. Нагрянула гроза. Город наш тревоге, на Руси темно, грозою на Москву. Скандал-то. Ваше Сельце, вы слышали? На Руси темно. Так надо. Мужики любят царя. На смерть за царя пойдут. Но, так это ничего. Будем подождать. Сусанин чудо смелости. Достоин столько, что недостатки и замечать не хочет. Да-да, Саша, отлично. Слышим, господа, со сцены русскую речь, родные имена Иван, Антонида. Чувствуется настоящая русская душа. Впервые в этом театре как у себя дома. Просто чудо. Русский мужик в образе героя на императорской сцене в присутствии его императорского величества. Загадочный народ. Что делается? После этого я своего Никифора и выбрать не смогу. Я, скажут, царян спасал. Губительные последствия сегодняшнего спектакля и вообразить невозможно, Ваше Сельце. Мюзик де Коши. Как вы изволили сказать? Кучерская музыка, говорю, кучерская. А это хорошо и даже верно, ибо, по-моему, кучера дельнее господ. Кто это? Это сам Глинка. Оно видно, что не фарфор, а глинка. Глинка и есть. Глинушка! Славься, нужно хвалить при звоне колоколов Ивана Великого. Будут и колокола. Не те слова написал барон Розен. Народ я хотел возвеличить, народ прославить. Все хорошо, мой друг. Простите.
Господа, Россия вошла в Европу, как спущенный корабль при звуке топора и при громе пушек. Наша, без сомнений, счастливая судьба во всех отношениях. Есть какая-то необыкновенность, скорость. Мы зреем не веками, а десятилетиями. А в твоем лице, Глинушка, русская музыка выросла на целое столетие. Сегодня, господа, действительно великий день культуры российской. Ура! Ура! Конечно, оперу можно было бы назвать «Жизнь до царя». Или что, еще лучше, «Жизнь без царя». Господа, сегодня мы чествуем победу уважаемого Михаила Ивановича в области музыки. Не так давно мы чествовали победу Николая Васильевича Гоголя, создавшего для театра замечательную комедию «Ревизор». Счастливый год, господа. Я хотел бы, чтобы Александр Сергеевич прочел нам то, что он считает лучшим из его творений за этот год. Александр, прочти нам. Александр, было бы замечательно. Что-нибудь. Александр Сергеевич. Ждем, Александр Сергеевич. Я памятник воздвиг себе нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет, и тленья убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикий тунгус, и друг степей, калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. За здоровье Александра Сергеевича. За Пушкина. За солнце русской поэзии. Сегодня должно за два солнца поэзии и музыки. Чудное мгновение, что значит этот дивный сон? Что это я для новой оперы сочиняю. И мрак таинственный кругом. Чудное мгновение. Это хорошо. Вот если бы мы вместе сделали Руслана. Что же, из него комедию хочешь сделать? Нет. Забавы юных лет? Нет, я хочу соединить музыку наших народов, которые издавна растут, в России живут вместе, и Кавказ, и финны, и Восток, понять русскую музыку в широком смысле, как у вас, всяк сущий в ней язык. Зрело задумано. В этом смысле я и хочу посягнуть на вашего Руслана. Пожалуй, возьмусь. Но многое придется переделать. Господа! Господа, я предлагаю поднять тост за Руслана Пушкина и Глинки. В свое время Руслана приняли не хуже, чем его Сусанина. Один журнальчик писал, что Руслан втерся в московское благородное собрание как мужик. С бородой, в армяке, в лаптях. И закричал зычным голосом: «Здорово, ребята!» Поэтому я и хочу Руслана. Так выпьем за «Здорово, ребята!»
Времен от вечной темноты. Быть может, нет и мне спасения. Быть может, на холме немом поставят тихий гроб Русланов, и струны громкие баянов не будут говорить о нем. Сашенька, смотрите, он прислал еще целую кипу нот. Посмотрите, Саша. Украинская песня. Гуда ветер. Слова Забеллы. Народная украинская. Не щебечи, соловейка. Ночной зефир. Слова Пушкина. В крови горит огонь желания. Слова Пушкина. А Миша еще не знает, что Пушкина убили. Он пишет, что он кочует из деревни в деревню и ничего не знает, что творится в Петербурге. Что еще пишет Михаил Иванович? Руслан не оставляет меня в покое. И хотя мы с Пушкиным так и не успели договориться о плане, пишу, ибо не могу не писать. Я счастлив, что теперь у меня такой автор, как Александр Сергеевич. Письмо посылаю с Аказией, ибо почты в этих местах нет. Вот он, всяк сущий вне язык. Тут, батенька, все можно услышать. Это уже не источник, а целое море музыки. Пирожки свежие. Стой, подожди! Никита, вы везите ребят на ночлег, а я былину пасу. Я с вами, Михаил. Ага. Дмитрий Никитич, вы только послушайте. Хорошо. Русская.
Господи, даже здесь не оставляют меня в покое. Так, друзья мои хорошие, будет начинаться мой Руслан. Это я посвящаю Пушкину. Благородно и смело. Авокад пришел по разводу. Да. Все в жизни контрапункт, то есть противоположность. С женой развожусь. Извините, господа, я сейчас. В какой силе композиторской сейчас Михаил Иванович? Какой в нем запас мелодий, самых ярких, самых ясных. Он у нас, господа, музыкальный ломонос. Прошу к чаю. Очень мешает ему эта скандальная история с женой. Он болен из-за этого душой и телом. Да и какая она ему была жена? Хороша, барыня. Мебель, вещи и даже фрак Михаила Ивановича себе оставила. Тише, Яков. Но зато он теперь вольный сокол. Гол, как сокол. И птица такой нет, чтобы не ела, а пела. Просто удивительно. У первейшего русского композитора денег нет. Может, стыдно. Он от всего отказался для того, чтобы работать над Русланом. И вот мы теперь живем в этой берлоге, как отшельники. А нам даже нравится, правда. Людмила Ивановна, голубушка, можно вас на минуту? На днях у меня будет музицировать Франц Лист. Что, если дать ему этот опус Михаила Ивановича? Это будет прекрасно. Нам друг друга стесняться нечего. Надька. Что вы, князь? Берите, берите. Миша узнает, рассердится. А он и знать ничего не должен. Ну, спасибо. Людочка, душа моя, можно? Ну что? Эти сутяги с духовной консистории требуют денег. Если мы не дадим, скандальное дело может выйти. А денег у нас нет. Мишенька, успокойся, деньги у нас есть. Откуда? Да, к счастью, знаешь, маменька прислала немного денег. А что ж ты мне раньше не Да сказала? я совсем забыл тебе сказать. Сколько? 500 рублей. Пока 1000 просит. Ну, пока хватит. Только ты и эти ему все не давай. А что? Да ведь нам еще жить надо. Хорошо, хорошо. Ты поди. Я сейчас.
Браво! Браво! Нашим доморощенным компонистам давно пора послушать настоящую музыку. Браво! Месье Эдам, месье Лист сейчас будет импровизировать на музыкальные темы, которые вы изволили предложить. Пардон, мадам. Миль пардон. Тут есть произведения Моцарта, Хайдна, Бетховена. Вот прекрасная тема. Совершенно новая и оригинальная. Голубчик, возьмите любую тройку и быстро привезите сюда Михаила Ивановича Глинку. Слушаюсь. Поторопитесь. Он хочет сделать нам сюрприз. Я думаю, это его музыка. Я получаю эту музыку. Я не знаю, кто автор, но утверждаю, что он гениален. Господа, я открою вам тайну. Господин Лист исполнил марш Черномора из новой русской оперы «Руслан и Людмила» нашего композитора Михаила Ивановича Глинки. Могу ли я его видеть? Он здесь. Иди, Мишенька, иди. Франц Лист. Глинка.
Мишенька, издатель Гурскали, Петр Иванович. Людочка, сейчас не могу. Ты уж сама с ней займись. А что ему предложить? Пора закрыть фабрику русских романсов. Вот, предложи ему признание. Но ведь тут не окончено. А ты повтори во втором куплете, как в первом, будет хорошо. Если получим 150 рублей, хватит до конца, Руслан. Хорошо. Ты что такая бледная, куконушка? Ты здорова? Я здорова. Ну, тот ты смотри у меня. Ходите, Петр Иванович. Рублей. Что вы, Петр Иванович? Слова Пушкина. Я вас люблю, хоть и бешусь, хоть это стыд и труд напрасный. Грациозная маленькая штучка. 75. 150. 100. Помешал? Ну что, идем, идем. Кончил Руслана. Представь себе, Саше не прошло и 6 лет, как вот я все это написал. Садись. Как тебе понравится сие производство? Финал. Темп престиссимо. С нетерпением ждал момента услышать, Михаил Иванович. Ну вот. Все трахнуло к черту. Ой, жаль, что не смогу тебя сыграть. Ну, пойдем-ка сюда. На. Читай. Слава отчизне святой. Хор выходит вперед. Стены раздвигаются. Вдали виден древний Киев. Народ поет о будущем. А воссияет славы, счастьем земным наша отчизна в поздние века. А, черт! Крепко, мощно, ново. И пусть не посмеют хищные лютые враг на наших потомков восстать! Стой! Великолепно. Подожди. Здесь является Фин и предсказывает счастье Руслану и Людмиле и их потомству. И мановением волшебного жезла показывает грядущую славу России. Все это была сказка. А вот присказка. На, читай, смотри. Да промчатся звуки славы в отдаленные страны. Да процветает край родимый, вечные времена и тройной эфор, а? Лишний, лютый, а? Страшись могущества его!
Саша, ну как? Превосходно. По-моему, это выше Сусанина. Такого у нас еще не было. Вы же слышали? Я ничего не слышала. Я видела двух великолепных безумцев. Ах, ну да. Иди же к Невским берегам, новорожденное творение, и заслужи мне славы дань. Кривые толки, шум и брань. Ну, слава Богу, выпускает птицы. Значит, действительно кончил. Настал желанный миг. Эх, и сыграем же мы сегодня. Михаил Иванович просил узнать, нельзя ли также пригласить молодежь, композитора Доргомышского, музыканта Серова и критика Стасова. Людмила Ивановна, голубушка, ведь это публика другой масти. Сегодня Михаила Ивановича будут чествовать исключительно важные и знатные особы. Может быть, будет сам? Боже, как страшно. Мишенька. Мишенька, что с тобой? Нет, нет, ничего. Madame, Mérimée de la Gazette littéraire. Mes compliments, madame, la salle est pleine aujourd'hui. Excusez-moi, monsieur Glinka, маленький вопрос. Сколько лет вы работали над этот опера? Да как вам сказать? Пожалуй, всю жизнь. О, joli mot. Vraiment, pas possible. Михаил Иванович, их величество прибыли. Leur Majesté, excusez, mille pardons. Вся жизнь.
Славу русские земли. Жуковского. Плясайте струны золотые, как наши деды удалые, на Царьград войной ушли. При чем тут какой-то молодой певец? Злодей? Ваше Величество, это своего рода посвящение. Но ведь я же не певец и не злодей. Имеется в виду, Ваше Величество, Пушкин. Что? Александр Пушкин, Ваше Величество. При чем тут Пушкин? Ты слышишь, Александрий? Я слышу. Я все время слышу. Панихида по Пушкину? В моем театре? Да и не панихида, а скорее молебен, Ваше Величество. Что случилось? Где ты была? Государь уехал. Что вы говорите? Не понравилось? Вероятно. Надо будет всех проштрафившихся офицеров посылать вместо гауптвахты на оперу Глинки. Пусть терпят. Ваше Сиятельство, Ой. я нахожу, что со стороны автора бестактно вспоминать Пушкина как некоего Гомера. Натурально, его величество не могли остаться. Я в этом вижу вызов. Вызов наглый. Просто не верится, как один маленький, скромный человек мог это создать. Не один, душа моя, а культура великого народа. Руслан будет мысль о деспотизме Турции.
Мишенька. Какой позор, все уехали. Ну, а чего ты удивляешься? Царь уехал, и придворные уехали. Руслан упал, падением огласив Европу. Вези меня отсюда, чтобы никто меня здесь не видел. Уеду подальше от этих дворцов, казарм и подлости. Что ты, Мишенька, что ты? Какое пренебрежение к русскому искусству у наших аристократов. А эти шарлатаны, так называемые знатоки, разбежались с половины представления. Никто не сказал спасибо человеку, посвятившему всю свою жизнь упорному труду. И вот Миша вернулся. С каким чувством ожидания, надежды летел он в Россию. Как ему на родине снова захотелось сочинять. И все разлетелось дымом. Мишу встретил оскорбительное забвение. Руслана уже не ставит. Сусанин идет только по табельным дням, да и то в ужасном исполнении. К сожалению, Людмила Ивановна, и это не соответствует действительности. Сусанин снят. 25 лет отдал он делу российской музыки, и никто даже не вспоминает об этом. Настанет ли когда-нибудь время, когда будут понимать и ценить своих? Пожалуйте. Счастливая мысль, друзья мои. Соединить из-за гор Высоких и Камаринскую. А? Ах ты, сукин сын, камаринский мужик, да ведь это же целая симфония. Камаринский мужик? Симфония. Мужик, а? Камаринская-то барыня, да еще какая. Просто отличнейшая симфоническая увертюра. Вот, извольте.
Говорят, что я уже кончился, что Глинку в архив пора сдать. Господа, какие возможности русской симфонии? Только никому все это не нужно. Все равно зря. Многоуважаемый Михаил Иванович, Михаил Иванович, вы наша первая музыкальная академия. Меня ни для кого нет дома. Нет, нет, нет. Господин Глинка дома? Нет, его нет. Тогда прошу о любезности передать на память от севастопольцев. Непременно передам. Простите за беспокойство. А кто вы? Кто там был? Какой-то подпоручик просил тебе передать от севастопольцев. Этот подпоручик весьма схож с литератором, графом Толстым. Что там? Славься. Спасены при пожаре на Малаховом кургане в день отбития штурма. Июня 6-го дня 1855 года. 57 тысяч противника ринулись в бой на Малахов курган, который обороняли 3500 русских. Взять курган не удалось. 7 тысяч потеряли французы. Михаил Иванович, и вы сражались своей музыкой в Севастополе вместе с героями. Господа, вот они, герои Севастополя. Я всегда знал, что музыку пишет народ. А мы, композиторы, ее только аранжируем. Дай, Господи, всегда и всюду быть со своим народом, во всех его бедах и горестях, во всех его радостях и торжествах.